Всем привет! Сегодня работаю в Борисовой Гриве. Сегодня у нас продолжается отделка террасы. Может быть, если сегодня постараемся, будет сегодня и заключительный день. Я имею в виду по перилам, по всему. Тот вариант, который я предлагал с открывающимися дверями, заказчик решил не делать, поэтому будет точно такая же позиция, как и здесь. Все то же самое. Также надо с той стороны сделать. Плюс наверху сейчас покажу. Наверху надо вот тот кусок сделать. Мне сейчас его не показать, но я его поближе потом покажу. То есть это выглядит точно так же, как односкатная крыша, вот в Лескало, которую я показывал. Ну, мало ли кто-то не видел, ссылочка вверху всплывет. То есть принцип там такой же, надо сделать вентзазор. Также надо закрыть. Единственное, у меня нет, понятное дело, не покупала здесь планка конька односкатной крыши, поэтому там будет торцевая планка. То есть, и меня как раз спрашивали, а что делать, когда планка примыкания вот так выходит и торчит. Опять же, сегодня этот кусок покажу. Плюс торцевая планка здесь закроется. Плюс здесь, ну, то есть, понимаете, общая часть террасы будет готова. Также, может быть, сегодня еще смонтируем по низу, вот как идет отлив. Ну, в общем-то, все подготовим к монтажу цоколя. Цоколь будет монтироваться чуть позже. Еще хотел сказать, подписчики молодцы. Вот чем мне нравятся мои подписчики, обратите внимание, на других каналах таких нет. Мне написало человек, может быть, 10-15, что вот этот саморез можно было бы не здесь крутить, а вот здесь крутить. То есть сначала монтируется вот эта доска с саморезами оттуда, и потом здесь. Согласен, сверху, ну, то есть сейчас мы видим сверху, то есть сверху этого видно не будет. Ну, наверное, если идти с этой стороны, будет видно, но это гораздо меньше по сравнению с тем, что здесь. Поэтому эти две оставшиеся мы сделаем по такому же принципу. Подписчики у меня все-таки молодцы, еще раз говорю. Они вот даже на такие вещи обращают внимание. Представьте, если они, дай бог, где-нибудь черный саморез нечаянно вытащили, еще что-то, да меня сразу там по шапке накидают. Поэтому молодцы, не даете мне расслабляться. А по-другому никак. Также был вопрос в комментариях, почему мы доску не прогрунтовали, не прокрасили. Доска заказчиком была прогрунтована, один раз покрашена, второй раз она покрашена будет позже. Вот здесь фасад покрашен 2 раза. То есть цвет вот этих перил будет такой же, вот как на стене. Сейчас он кажется, ну, как будто бы просто доска. Нет, здесь все нормально, все прогрунтовано, все прокрашено. То же самое по этой доске. То есть где надо шлифанется, где надо подкраситься, и второй раз будет покрашено, вот этих разводов, как сейчас, видно не будет. Плюс еще был вопрос, почему фаску не сняли. Почему мы не сняли фаску? Я потом сниму, с той стороны, с этой не надо снимать. Ага, то есть заказчик сказал, он сам потом здесь аккуратненько, вот здесь фасочку чуть-чуть снимет сам, а вот с этой стороны он снимать не хочет. Все. На основные вопросы по комментариям я ответ дал. Работаем. Я прислушался. Сначала кручу верхнюю. Ну, согласен. Так гораздо лучше. Так, если отсюда смотреть, чуть-чуть видно, но не все смотрят с такой высоты. Еще раз спасибо за полезный совет. Так, продолжаем следующую сторону. Еще один пролет готов. У нас тут неожиданно белые мухи прилетели.
Хотя обещают в ближайшие дни вплоть до плюс 10. Не знаю, посмотрим. Пока снега не очень хочется. Все, переходим на верхушку, на крышу. Смотрим этот узел. Здесь принцип такой. То есть мне надо прибить здесь две доски точно такие же красные. Раз, два, которые закроют общий слой. Значит, здесь у нас будет вент-зазор вот туда. То есть здесь как бы, не знаю, вот, видите, там же обрешетка есть. То есть вот здесь должен будет выходить воздух. Следовательно, здесь будет сетка и сверху закрываться торцевой планкой. Значит, планка примыкания нам здесь не нужна, поэтому я сейчас ее вот так отпилю. Это уберу и дальше покажу. Так, ну показываю наглядно сборку. Значит, выпилил первую доску. Так, внизу, смотрите, она у нас упирается хорошо как раз в шип имитации. Есть. Точно так же встает вторая доска, получается, но уже упирается в эту. Здесь вент-зазор, закрываем сеточкой от насекомых. Дальше покажу. Значит, смотрите, как обрезал я планку примыкания. Чуть побольше загнул на крышу. Здесь просто обрезал. Здесь загнул, чтобы не мешалось. Здесь сейчас проклею скотчем вот эту штуку, чтобы она не болталась. Ну, была такая не разрыхленная, а как бы ровная. Потому что мне ее подцепить не к чему. Так, там я сделал, но чуть позже покажу. Но теперь, перед тем, как прибивать все торцевые планки, нам надо сначала зашить угол. Чтобы зашить угол, нам надо обрезать террасную доску. Кто-то говорил, почему я сразу в размер не делаю, потом неудобно пилить. Сейчас я покажу. 5 секунд это делается, никаких проблем. То есть мы разметили, у нас террасная доска будет в уровень с домом. Тут, понимаете, приходится придумывать. То есть у нас разное расстояние со всех сторон. Почему? Потому что здесь нам надо привязаться к дому, так как здесь обрешетка. То есть билтерма и обрешетка. То есть у нас 2,5 плюс 5, 7,5. И нам надо эти 7,5 добавить. То есть если здесь у нас только 2 сантиметра, видите, торчит, и здесь не будет обрешетки, здесь сразу пойдет панель, то здесь к этим 2 сантиметрам надо прибавить 7,5. То есть итого 9,5. Пилим. То есть этот угол тоже потом сделаю. То есть вот здесь все будет нормально смотреться, все увидите. Но это чисто из-за того, что это вот на этом доме только в одном месте такое, что здесь, еще раз говорю, билтерма вместе с обрешеткой. Во всех остальных местах нам ни обрешетки, ни билтерма не надо. А если же делать террасу все одинаковую, она получается тогда не в один уровень с домом, а мы хотим в один. Ну а здесь уже ручной пилой, вручную. Как мы зашиваем угол? Значит, смотрите, сначала поставили ограничители по этой стороне. Почему? Для чего здесь вообще ограничители? То есть мы сначала посмотрели, как нам лучше сделать, чтобы эта доска внахлёст сюда была или это сюда. Так как у нас, смотрите, перила стоят здесь, я замерил это расстояние, и оно получилось ровно-ровно вот в этом месте, если доску сюда смещать. Если бы мы сделали, что вот эта доска сюда в наслёз заходила, тогда у нас перила, ну, мешалось бы кусочек, то есть пришлось бы что-то придумать, то есть не очень удобно. Поэтому сместили сюда. То есть здесь у нас чисто только на это основание были. То есть мы ее наживили пока временно, чтобы она не дергалась. Теперь нам надо разметить длинную. Так, смотрим этот узел. Сетка смонтирована. И вот смотрите, как теперь нам разметить вот эту доску со всеми вот этими хитрыми выпилами. Очень просто. Я сначала взял, смотрите, просто какой-то обрезок доски. И, честно скажу, со второй попытки удалось нужный нам выпил и все сделать. Теперь это будет как лекало. То есть я ее перенесу на доску. А чтобы нужной длины нам узнать, мы просто сейчас замерились отсюда до того расстояния, которое нам надо. И на доске мы сейчас, получается, эту поставим. Карандашиком все вот эти выпилы все проведем как нам надо и прибавим недостающую длину. То есть мы сейчас следующую доску выпилим сразу так, как она нам нужна. И здесь у нас будет планка вот такая, вот до этого места все закрывать.
по принципу, как и в Лескалово. Единственное, ну, я не знаю, найдем мы какие-то проставки другие, ну что-то здесь подставим, может быть даже кусочки деревяшки. Посмотрим сейчас по факту. А чтобы она стояла в нужной, видите, нам плоскости, я временно прикрутил дощечку, то есть так, как будет здесь вторая доска стоять по итогу. Выпилили уже на длинной доске. Специально здесь побольше пил, потому что там кусок железячки будет доходить. Это специально сделал. Все, сейчас проходим краской, потому что потом сюда не подлезть, и монтируем. Так, угол временно наживили, струбцинками стянули, чтобы он держался. Все, сейчас пробиваем, результатик покажу. Ну, стало, в общем-то, неплохо. Угол у нас готов. Здесь все хорошо. И вот теперь заключительный этап. Это нам надо планочку здесь. Смотрите, есть два варианта. Можно было первый внахлёст сделать, но тогда в этом месте будет видно. Вроде как некрасиво. Следовательно, мы посмотрели, что целесообразнее ее засунуть под планку примыкания. Для этого торцевую планку, видите, молоточком выровнял, чтобы вот она ровная была, не топорщилась. Раз. Загнул ее чуть-чуть в другой угол, сделал более острый. Два. И теперь ну, одной рукой не могу показывать, ну, как бы вот так она будет прикручена. А вот в это место сейчас заказчик напилит там пластиковые две трубочки и на саморезике с этой стороны прикручу, чтобы был вент-зазор снизу. Вот, и потом останется только торцевую планочку прикрутить. И смотрим готовый результат, как это получилось. В этих местах я посадил на заклепки, потому что никак она не хотела стыковаться. Просто заклепочки. А здесь прижал саморезиками. Вент-зазор есть. Там даже подкладывать ничего не надо, она просто намертво стоит, прижалась, никуда не девается, никакой ветер ее болтыхать не будет. Все, осталась торцевая планка. Ну, снизу потом покажу этот узел в готовом варианте. Торцевая планка смонтирована. Чтобы смонтировать ровно торцевую планку, я уже говорил, ну, которая состоит, например, из двух и более, берете правило, просто вот так снизу приставляете, и вот как правило идет, так продолжаете по правилу здесь. То есть наживили, потом вот сюда правило приставляете, как идет, совмещаете. Очень просто, но я это уже, в общем-то, уже много раз показывал. Ну что, и практически заключительный аккорд по перилам. Последнее звено. Сейчас обедаем и его делаем. Все, поздравьте нас с заказчиком. Перила мы смонтировали. Последнюю недостающую секцию поставили. Тут, я как говорил, ну прям повезло. То есть вот идеально. Насколько доска, прям в притирку встает перила. И надо только вот здесь маленький пропильчик было сделать. Здесь все как обычно. Повторюсь,
так получается из-за того, что толщина дома больше, чем террасы, потому что там билтермообрешетка. И чтобы один уровень сделать, пришлось чуть-чуть, получается, ну, то ли это утопить, то ли, ну, понимаете, то есть, чтобы сделать в один уровень. Сейчас надо будет вот здесь кусочек что-то придумать, пока светло, а дальше уже посмотрим. Сейчас темнеет быстро, полчаса и все. Давайте внутрь зайдем. Так. Что? Монолит. И вот смотрите, нам надо поставить недостающую часть. Она вроде как в воздухе, но не совсем. Значит, что я сделал? У нас, смотрите, я прибил 2 дюймовки. Почему дюймовки? Потому что у нас там билтерма 2,5 сантиметра, ну, прижатая. Мы нашли дюймовку, которая 2,2, то есть это по соотношению один, ну, как бы один уровень. И сверху обрешетка, то есть она для опоры. Дальше у нас вот здесь вот также бруски, вот такие, вот до сюда, так и пойдут. То есть это нужно для опоры этой штуки. И теперь ее вставляем. Так. А эту на саморез не буду, потому что так как она короткая, саморез может ее расколоть. Здесь просто прибью 2 гвоздя, как на отделке. На сегодня все, потому что уже скоро темно и снимать будет нельзя. Кстати, обратил внимание, тут у меня 2 видео крайних, они были, честно говоря, как по мне, ни о чем, потому что одно я снимал, как планку примыкания монтировать, с первого раза ее не заснял, потом второй раз доснимал, еще из 2 видео одно сделал, смотрю, 500 с чем-то лайков, 0 дизлайков. Думаю, да что ж такое, понравилось, ну ладно. Просмотров так, как обычно, немного, ну, смотрю, вроде особого отторжения нет. Выпускаю второе видео, где на папином доме, где вообще ничего умного не показываю. Чисто хожу, брожу, чего-то делаю. Смотрю, просто идет на первом месте по количеству просмотров. Значит, следовательно, у меня вопрос. Если вам нравится видео, где я могу периодически снимать видео, просто поболтать. То есть, как это, знаете, говорящая голова. То есть камеру на себя и просто думаю, что, точнее, говорю, что думаю, отвечаю на вопросы и так далее. Если вам такой формат нужен, ну, поставьте под этим видео, не знаю, хотя бы 1000-1500 лайков. Я пойму, что вам этот формат интересен, и периодически такие видео буду выпускать. Вот. А на сегодня все. Всем спасибо, кто смотрел. Как обычно, понравился лайк, не понравился дизлайк. Заходим в группу ВКонтакте обязательно. Всем счастливо, удачи, пока.